Кто самая известная актриса, которую вы можете вспомнить? Актриса? Дрю Берримор. Хорошо, если бы Дрю Берримор снималась с мужчиной-партнером по фильму, о котором никто не слышал, было бы справедливо платить им одинаковую зарплату? Нет. Почему? Потому что он неизвестен и не работал достаточно, чтобы стать известным. Хорошо, поскольку Дрю звезда фильма, разве она не приведет в кинотеатр больше людей, чем ее партнер? Да. Хорошо, это называется звездная сила. Чем это отличается от гендерного разрыва в оплате труда? Ну, вы меня загрузили. Типа женщин или как? В NBA жалуются, что им платят не столько же, сколько NBA, и они не приносят столько дохода. Так разве это не одно и то же? Мне кажется, что в NBA не продвигают так, как NBA, потому что они женщины. Верно, но разве мужчина-коллега, о котором никто никогда не слышал, не будет продвигаться так же? Полагаю, что да. Так это сопоставимо. Возможно, наверное. Может, дело все же в производительности, не в дискриминации? Ой, я не знаю. Я не совсем была к этому готова. Не знаю. Насчет этого ты прав. Но я чувствую, если они оба делают одно и то же, они заслуживают одного и того же. Хорошо, но в то же время, зачем кому-то сниматься в их фильме? Какая польза от участия знаменитости в вашем фильме? Ну, то есть... Ну, скажем, если они не собираются привести больше людей в кинотеатр. Верно, в этом и смысл. То есть они оба выполняют одну и ту же работу, но разве они не имеют разную ценность для проекта? Да, вы правы. Так разве их зарплата не должна отражать ценность, которую они привносят в фильм? Да, я согласна с этим. Думаю, это зависит от того, какую роль вы играете. Разве это не доказывает гендерный разрыв в оплате труда? Да. Хорошо. У вас есть два актера, которые, по сути, оба снимаются и делают одну и ту же работу, но они имеют разную ценность, потому что один знаменитость, а другой неизвестный. Мы сейчас не о баскетболе говорили? Хорошо, вернемся к баскетболу. Многие женщины говорят, что в NBA должна получать столько же, сколько и NBA, но они не приносят тот же доход. Так не является ли это аналогией того, что знаменитости платят больше, чем безымянному актеру? Ну, все, что я могу сказать, это то, что нужно рекламировать их больше во всех направлениях. Если мы, к примеру, посмотрим на Nike и на Adidas, кого мы увидим? Я хочу сказать, что мы видим в основном мужчин-спортсменов. Я пытаюсь сделать постмодель. Даже очень хорошая реклама не является залогом успеха. Есть множество проектов, которые потерпели неудачу. Но есть и те, которые добились именно благодаря рекламе. Актерство требует от вас действий. Приложите немного больше усилий. Прочитайте сценарий. Верно же говорю? Чтение сценария. Делать все это игрокам NBA на самом деле не нужно. Они просто тренируются. Вы не можете их сравнивать. Эти группы нельзя сравнивать. Так, еще раз. Как и их уровень оплаты труда. Как я уже говорил ранее, то есть они тренируются одинаково. Уровень у них, можно сказать, одинаковый. Будь вы мужчина или женщина-актер, вы все равно делаете одну и ту же работу. Но им не следует платить одинаково. Не знаю. Я просто хочу сказать... Я пас. Следующий вопрос. Я не думаю, что это основано на дискриминации. Я думаю, что это основано на том, как долго вы работаете, насколько хорошо вы владеете техникой и насколько хороши в своем деле. Думаю, именно это имеет значение. Считаете ли вы, что высокооплачиваемые голливудские актеры должны перераспределять свои деньги, чтобы актрисы, испытывающие трудности, могли иметь прожиточный минимум? Нет, эти актеры должны больше работать и зарабатывать свои деньги, если они этого хотят. Хорошо, но забавно же, что многие голливудские актеры часто говорят о социализме. Да, есть такое. Хорошо, тогда как вы решаете проблему гендерного разрыва в оплате труда? Да не существует этого понятия, это чушь полная. Существует определенный скептицизм в отношении гендерного разрыва в оплате труда. Как вы считаете, разрыв в оплате труда в большей степени обусловлен сексизмом или производительностью? Думаю, сексизмом. Думаю, мужчинам платят больше. Дело в производительности. Можете ли вы показать мне работу, где шкала оплаты труда для мужчин и женщин отличается? Порно? Ну ладно. Не знаю. Актеры и актрисы. О да, актеры и актрисы.
снимаются в одних и тех же фильмах. Одинаковый объем работы. Если разрыв в зарплате существует, то почему компании нанимают мужчин, когда дешевле нанять женщин? Потому что компании могут быть сексистами, и в этом вся суть. В этом проблема. Зачем компаниям нанимать мужчин, если дешевле нанять женщин? Знаете, это хороший довод. Черт, скорее всего, не будут. То есть, если женщины способны выполнять работу так же хорошо и за меньшие деньги, разве не имеет смысл компаниям нанимать только женщин? Ну да, если бы женщинам платили меньше, сколько там, $0,70 на доллар, то компании нашли бы в этом хорошую выгоду. Это разрыв в зарплате или разрыв в доходах? Должно быть разрыв в доходах. Если мужчины в целом зарабатывают больше женщин, может ли это быть связано с тем, что мужчины обычно выбирают более высокооплачиваемую работу, более опасную работу и работают больше часов? Да, это факт. Я работаю водителем грузовика. Я вижу не так много женщин-водителей грузовиков, как мужчин. Работа это опасная, долгая. Вы можете часами находиться за рулем. Так что так вот. Разве женщины обычно не выбирают более низкооплачиваемые области, такие как образование или уход за больными, нежели математику и науку? Да, у нас думающих больше. Разве это не отображается на зарплате? Да, женщины любят работать с людьми, мужчины любят работать с вещами. Разве женщины не берут больше свободного времени, чтобы сосредоточиться на друзьях и семье, в то время как мужчины больше посвящают себя работе? Да, это еще один факт. Биология жизни. Женщинам приходится рожать ребенка и брать декретный отпуск, так что это очень большая проблема для большинства руководителей компаний, потому что они не могут нести ответственность за то, что сотрудник уходит в отпуск на такой долгий срок. И это одна из самых больших проблем для женщин, которым платят так мало, потому что им приходится. Но разве это не биология? Да, это имеет отношение к биологии, вот почему мы в замешательстве. Почему работодатель должен нести ответственность за выбор женщины иметь ребенка? Конечно, не должен, но это просто базовая этика. На самом деле, дискриминация в оплате труда по признаку пола является незаконной. Почему больше женщин не подают коллективные иски против компаний, которые не платят им одинаково? Я бы сказала, что гораздо легче найти другую работу. То есть я бы с удовольствием сказала, да, мы будем бороться за это и мы боремся, но в рамках судебного иска лучше найти новую работу. Разве люди не подают постоянно в суд за дискриминацию? Да, но также мне кажется, что любому человеку гораздо труднее потом идти на работу из-за того, что произошло, зная, что ему придется пройти через все судебные издержки. И существует возможность того, что они не выиграют это дело, хотя они очень сильно подвергались дискриминации. Вероятность того, что они выиграют, невелика. Если и выиграют, вы получите выплату. Выплата через персонал или тому подобное. Если происходит подача коллективных исков так же часто, как вы об этом слышите, тогда, получается, компании будут судиться постоянно. Да, есть такая мысль, но я также не думаю, что многие люди будут тратить свое время на то, чтобы судиться с компанией, зная, что в конечном итоге это может обернуться для них большими последствиями из-за денег, судебных издержек и всего прочего. Я также считаю, что об этом недостаточно говорят на рабочем месте. Например, существует большая стигма в отношении обсуждения своей зарплаты с коллегами, потому что вдруг вы зарабатываете больше, чем они, и тогда они скажут: «Эй, почему тебе платят больше, чем мне?» Это то, о чем обычно не принято говорить с коллегами. Типа: «О, кстати, я зарабатываю столько-то в год. Я получаю столько-то». Это не то, что обсуждают или о чем говорят на рабочем месте. Можете назвать работу, где шкала оплаты для мужчин и женщин отличается? В голову ничего не приходит. Я могу. Актеры. У них большой размер оплаты, но мужчины более высокооплачиваемые актеры. Почему в одних отраслях доминируют мужчины, а в других женщины? Ох. Черт, а. Я не знаю. Почему в стриптизе и в проституции больше женщин, чем мужчин? И что это говорит об обществе? О том, что секс продается, наверное. Ну и на женское тело приятнее смотреть. Как-то так. Можно ли было бы продавать секс, если бы мужчины сексуально не объективировали женщин? Нет. Вот почему я не жалуюсь. Я тоже не жалуюсь. Если бы меня не объективировали, мне бы не платили. Вот как люди относятся к женщинам. Хорошо, почему мужчины не жалуются на то, что стриптизерши и проститутки зарабатывают больше, чем мужчины? Хорошо, подловил.
Насколько велика доля нашей экономики, когда мужчины покупают вещи, чтобы понравиться женщинам и произвести на них впечатление? О, это должно быть близко к 100%. Ну, минимум к 90 точно. Согласны ли вы, что большинство потребительских расходов ориентировано на женщин? Да, я думаю, что статистика верна. Я думаю, что существует 86% потребительских баз женщин. Согласны ли вы также с тем, что СМИ проталкивают кампанию страха и потребления, эксплуатируя потребность мужчин в женской оценке? Да, посмотрите на сайты знакомств. Они существуют не для того, чтобы найти любовь. Они существуют, чтобы извлечь из мужчин как можно больше ресурсов. Так почему постоянно говорят об эксплуатации женщин, но не говорят об эксплуатации мужчин? Это похоже на то, как общество постоянно говорит, что нужно закалять молодых мужчин, или, знаете, мужчины не плачут, или что-то в этом роде. Ожидается, что мужчина должен всегда платить за счет. И, наконец, почему так много говорят о гендерном разрыве в оплате труда, но не о гендерном разрыве в расходах? Иногда я думаю, что женщины хотят быть мужчинами, в том смысле, что им нужны амбиции, им нужен драйв, который у них есть. Они хотят результатов, но результаты всем одинаково же не даются. Как мы должны определить, какая работа более ценна? Когда речь идет о том, что является ценным, все дело в спросе. Понимаете? То есть, если множество людей хотят иметь какую-то определенную работу, то она должна, соответственно, хорошо оплачиваться. К примеру, Макдональдс. Они делают все эти чертовы чизбургеры, мужик. Платите работникам Макдональдса больше денег. В определенных аспектах женщины могут делать больше, в других же, наоборот, мужчины могут сделать больше. И может мужчина зарабатывает там больше, где женщина не может. Значит, все-таки мужчины и женщины разные. Да. Наконец-то. Что означает, когда кто-то говорит, что это мужская работа? Я думаю, что в обществе это означает, что это как бы более мачо или трудоемкая работа. С точки зрения общества. Хорошо, а что такое женская работа? Работа женщины — это все, чем она хочет заниматься. То есть... А работа мужчины тоже может быть чем угодно. Если в том же отношении, то да. Тяжелая работа, труд, подобное. Что же тогда женская работа? Готовить, убирать, следить за порядком в доме. Думаете, сейчас женщины хотят это делать? А должны. Но хотят ли? Скорее всего, нет. Так почему же от мужчин все еще ожидают, что они будут такими, какими их хотят видеть женщины? В таком мире живем. Разве это не двойные стандарты? Они самые. Механика, грязная работа руками, перемещать рабочую силу, водить грузовики. Так можно и дальше продолжать. Почему женщин больше волнует соотношение мужчин и женщин среди руководителей компаний, чем соотношение менее оплачиваемых, опасных грязных работ, выполняемых в основном мужчинами? Думаю, потому что женщины, которые хотят начать свой бизнес или стать генеральным директором, подвергаются неодобрению, потому что на это смотрят как на мужскую работу, а не на женскую. Знаете, вы прям как с языка сняли. Будто они даже не понимают, кто построил этот мир вокруг. Мы находимся в Лас-Вегасе. Мужчины построили все эти небоскребы. Возможно, там были женщины, но их роль была незначительна. Вы стоите перед Эйфелевой башней, которую, вероятнее всего, построил мужчина. Что бы вы предпочли? Иметь высокопоставленную должность без зарплаты или чистить канализацию за 100 тысяч в год? Я тяжело переношу запах кала. Поэтому я думаю, что лучше иметь высокопоставленную должность, потому что если подумать, это будет стимулом. И там есть плюсы. Но если говорить прямо, то я бы предпочла, скорее всего, иметь высокопоставленную должность, без оплаты. Потому что с такой работой я бы рекламировала себя, чтобы меня спонсировала какая-нибудь компания. И просто продолжала бы работать над этим и получать деньги, получать зарплату, делать больше с той платформой, которая у меня есть. Я чистил бы канализацию за 100 штук. В этом нет ничего постыдного. Без сомнения, чистил бы канализацию. Почему? Больше денег. Чистить канализацию? Нет, не буду. Прокрутил сейчас в голове, как чищу канализацию за 100 штук. Или чистить канализацию за 100 штук в год. Я склоняюсь к первому. Хорошо, тогда не объясняет ли это, почему вам платят меньше? Да.
Потому что вы не хотите... Потому что я точно не хочу этим заниматься. То есть заниматься грязной работой. Так может, именно поэтому женщины и получают меньше мужчин? Да. Так это на основе дискриминации или на основе выбора и возможностей выбора? Выбора. Всех хотим поблагодарить за просмотр. Мы рады, что наши зрители всегда нас поддержат.